Ваше Святейшество, спасибо вам за эту ежегодную возможность пообщаться с вами в канун светлого праздника Рождества Христова. Спасибо вам за возможность с вами встретиться и через ваши вопросы все-таки так почувствовать интерес и средств массовой информации. А этот интерес, наверное, отражает в значительной мере интерес нашей общественности к жизни церкви. И поэтому всегда с большим, во-первых, вниманием и, не скрою, с человеческим удовольствием с вами встречаюсь. Спасибо. Ваше Святейшество, мы, вот уже будет скоро год, как живем в условиях военного конфликта. И я знаю, и все знают, что русская церковь все это время неустанно молится о мире. А вот Федор Михайлович Достоевский однажды сказал, я процитирую, чтобы быть точным: «Долгий мир ожесточает людей, долгий мир производит апатию. Низменность мысли, разврат притупляет чувства. Социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству». Вот означает ли это, по-вашему, что войны между государствами неизбежны, раз уж мир по Достоевскому так отрицательно влияет на морально-нравственное состояние общества? Это, кажется, из дневника писателя, если я не ошибаюсь. И мне кажется, что это не слова Достоевского, а слова какого-то другого персонажа. Может быть, потом еще раз посмотрю, но вот мне кажется, что это не были его слова. Он эти слова вкладывает в уста кого-то другого. Но вообще-то мысль такая, которая присуща вообще не только Достоевскому. Вот эти тяжелейшие моменты в жизни человека, когда нужно переступать через самого себя, чтобы достичь чего-то в своем профессиональном росте, в образовании, во многих других направлениях жизни. Но вот самое важное, что я для себя, как в свое время, вынес какое впечатление из всего этого, даже на личном опыте могу сказать, что действительно нагрузка, которая ложится на плечи, при правильном восприятии этой нагрузки, конечно, и духовно, и психологически, она помогает росту. Поэтому трудности, они нам даются в том числе и для того, чтобы мы становились сильнее, мудрее. А если говорить о жизни общества, государства, чтобы происходили положительные изменения в жизни и общества, и государства, чтобы народ становился более консолидированным, если идет речь о трудностях, связанных с опасностью извне, чтобы люди действительно консолидировались, чтобы больше ценили то, что они имеют, чтобы возникало желание защищать то, что имеют, ну и совершенствовать свою личную общественную жизнь. Поэтому трудности нам даются, может быть, для того, чтобы мы становились сильнее и лучше. Все зависит от того, с какими мыслями, с каким целеполаганием мы встречаем эти трудности и боремся с ними. Навстречу своим трудностям за ленточку, как мы говорим, на линию фронта, ушло огромное количество военных священников. Они сейчас там. И многие из них погибли. Вот один из них, Михаил Васильев, протоиерей, он удостоен звания Героя России. Ваше Святейшество, как вы думаете, насколько вообще сегодня важно присутствие священников Русской Православной Церкви, и, может быть, других вероисповеданий тоже, там, на линии фронта? Священник не имеет права брать в руки оружие. Он не может даже сам себя защитить во время военных действий. То есть присутствие священника в вооруженных силах во время военных действий – это огромный риск. Если взять дореволюционную практику, то полковой священник с крестом в руках начинал атаку, шел с первыми, кто выходил из окоп и шел навстречу врагу. И чаще всего погибали священники, потому что это вожделенная цель для противника. Сегодня наши священники тоже поднимают дух и укрепляют веру наших воинов в зоне военных действий. Но и, конечно, я бы еще хотел сказать, очень как бы гуманизирует эту тяжелую, такую, очень такую негативно-радикальную сферу человеческого бытия. Священник в армии – это тот, кто может выслушать, помочь с советом, вместе помолиться. Тот, кто проводит очень большую работу с родственниками. Потому что чаще всего жены
там, матери, дети обращаются в том числе и к духовенству за поддержкой, потому что ведь переживания огромные у людей за своих родных, близких, за тех, кто может жизнь свою положить. Поэтому еще раз хочу сказать, что священник не берет в руки оружие, он продолжает оставаться вожделенной и легкой целью, и мы знаем, что следили за отцом Михаилом Васильевым. И удар этот был нанесен именно для того, чтобы его погубить. И каждый священник, который находится в районе боевых действий, сознает, что он является легкой и вожделенной целью. И одновременно никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает. Остаются верны своей священнической присяге и верности своему пасторскому долгу. Я очень ценю труд наших священнослужителей в любой экстремальной ситуации, но особенно там, где присутствие священника имеет очень большое значение для духовного состояния людей. И в первую очередь речь идет, конечно, о военнослужащих в данном случае. Недавно президент Российской Федерации одобрил целый ряд предложений, за которые, кстати, и Русская Православная Церковь долгое время выступала. Я имею в виду те законопроекты, которые касаются защиты наших традиционных духовных ценностей и запрет пропаганды гомосексуализма и педофилии. Вот как вы считаете, с момента, когда эти законы начнут действовать, насколько это поможет дальнейшему нравственному оздоровлению нашего общества? Трудно сказать, потому что ведь вообще-то нравственность – это очень такое внутреннее человеческое измерение. И вот насколько внешние законы могут повлиять на внутреннее состояние человека, это большой вопрос. Мне кажется, что на внутреннее состояние человека в первую очередь влияет, конечно, духовный фактор, воспитание, культура. Но для чего нужны эти законы? Государство определяет свое отношение к этим явлениям. Они перестают быть то, что называется некой нормой. То есть тем, чем они являются в других обществах. Государство не репрессирует людей, но оно заявляет о своей нравственной позиции. И вот это чрезвычайно важно. И то, что сегодня Россия, российское государство, российская власть заняла эту позицию, это и свидетельствует о том, что нравственные вопросы, вопросы духовной жизни людей не безразличны для современной российской власти. Ну и поэтому, конечно, и все силы зла бросаются в данном случае не только на церковь и священников, но и на представителей власти. Но думаю, что все сообща мы справимся с этой проблемой. Один из наших высокопоставленных чиновников недавно сказал, я процитирую, что раньше многие в России говорили и верили в возможность воплощения совместного с европейцами заветов Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока. А теперь вот всем нам становится понятно, что этот проект не удался. А вы вот, когда выступали в Совете Федерации, сказали, что Россия не самоизолируется, что она не закрывает то самое окно, которое однажды Петр прорубил в Европу. Но это окно остается открытым лишь для взаимоуважительного диалога, а не идеологического диктата. Вот скажите, Ваше Святейшество, что нас ждет сейчас в отношениях с Европой? Означает ли, что у нас больше нет общей основы в виде общих христианских ценностей? Они ведь их просто игнорировать, это мягко сказано. Конечно, это проблема Европы, потому что мы сохраняем эти христианские ценности, и даже в нашем многорелигиозном обществе, где большой процент мусульман, эти ценности сохраняются, потому что они преломляются в том числе и в мусульманском учении о Боге, о человеке. Поэтому для нас все сохраняется. Но а если где-то это исчезает, тем хуже для тех, из жизни которых все это исчезает. Что значит потерять нравственную шкалу ценностей? Вот оценку ценностей с точки зрения нравственности, вот так лучше сказать. Это значит потерять ориентиры. Потерять духовные ориентиры в жизни. Ну, а если ориентиры потерянные, куда человек идет? Нету внутренних ориентиров, он не владеет вот этим компасом, он потерян, разрушен. Он идет туда, куда его направляют. А кто направляет?
силы, которые действуют в обществе. Эти силы всегда стремятся к благу? Отнюдь. И значит, человек становится очень манипулированным, он очень слаб, он действительно теряет свою свободу. А куда все это может привести в случае, если зло будет нарастать в человеческих отношениях? Вот мы имеем перед собой апокалиптическую перспективу. Что такое эпоха апокалипсиса? Исчезновение добра из жизни людей. Найду ли веру в людях, говорит Господь. Вот это полное исчезновение добра, нравственного критерия, вот это исчезновение того ориентира, разрушение того ориентира, который помогал человечеству восходить от силы к силе. И каждому человеку помогает и до сих пор восходить от силы к силе, если все эти ориентиры не разрушены. Другими словами, если так и дальше будет продолжаться, то обществу грозит саморазрушение. И с точки зрения христианской апокалиптики нет здесь никаких особых новостей. Все это в апокалипсисе написано. Что такое апокалипсис и конец мира? Как может произойти конец мира? При каких условиях? Тогда, когда исчезнет добро. Потому что зло не жизнеспособно. Апогеем зла является смерть, разрушение. И если зло побеждает в глобальном масштабе, значит, у человечества полностью истрачен всякий потенциал к жизни. Вот это и есть конец света. Он не придет откуда-то там сверху или снизу. Он придет от самого человека и от человеческого общества. Поэтому наша борьба за нравственные принципы, наша борьба за сохранение веры является борьбой за будущее всего человечества, за жизнь мира. Ни много ни мало. Мы боремся за жизнь мира. Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной. И покуда вот эта работа и эта вера будет сохраняться и надежда на будущее. И в этом смысле, конечно, особая совершенно роль у нашей страны. Потому что сегодня Россия действительно становится духовно сильной общностью. И чем больше на нас оказывается негативного давления, тем сильнее мы становимся. Я это чувствую как пастырь. И встречаясь с людьми разного положения, разного звания, эти трудности нас не ослабляют. И вот если еще раз хочу подчеркнуть, сохраним все то, что имеем. Вот, сохраним себя и Отечество наше. Ну вот они как-то совершенно не хотят себя сохранить, по всей видимости. Да? Еще более того, идет настоящая подмена понятий добра и зла. Вот, например, с абсолютным добром недавно, как вы наверняка знаете, они объявили идею о том, что дети младшего школьного возраста сами по своему усмотрению могут определять свой пол, то есть менять его. Соответственно, им назначат какие-то гормоны, которые потом убьют саму возможность иметь в дальнейшем детей для этих людей. Вот скажите, как вы думаете, это вообще обратимая тенденция? Или вот они такими становятся раз и навсегда, когда идет попрание всего святого, когда идет отвергание самих представлений, библейских представлений о человеке? Это вообще обратимый процесс? С ними будет лучше, чем сейчас? Он не может быть самообратимым. То есть, исходя из того уровня, в который сейчас погрузилось вот это общество, где все эти ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно представить себе, как само общество может выйти из этого кризиса. Только если произойдет нечто. Нечто. А что это нечто? А это вот в руках Божьих. Это могут быть как катаклизмы. Любые катаклизмы, которые потрясают человеческое сознание, когда люди ищут выхода из ситуации, когда отсутствие выхода означает смерть. Вот перед лицом таких катаклизмов человек может изменить свое мышление и может вспомнить о той системе ценностей, которые к нам пришли свыше, и работая в которой человек только и может оставаться человеком, а человеческое общество может существовать. Поэтому вот только так. А вот полагаться на то, что путем некой эволюции от зла придут к добру,
И это прекраснодушное и очень далекое от реальности отношение к будущему. Тут либо действительно тяжелейшие условия бытия, которые заставят человека о многом подумать, как это произошло во время Великой Отечественной войны в нашей стране. Обращение от атеизма к вере. И вообще, какой сильной вышла страна, не только в военном отношении, а в моральном отношении, какими вышли мы все сильными. Вот либо так, ну, либо, значит, те, кто живет в этой страшной парадигме, где грех смешивается с добродетелью, и где вообще теряется различие между грехом и добродетелью. Вот, ну, тогда эта система приведет, конечно, к самому печальному концу. В минувшем году мы стали свидетелями беспрецедентного давления на православную паству на Украине. Вообще, все, что происходит с церковью на Украине, вообще с церковью происходило, наверное, только в середине прошлого столетия. И вот сейчас, кто бы мог подумать. Священники подвергаются угрозам, иногда и здоровью, и жизни. На наших глазах идет посягательство на святыни. Что будет дальше вообще с православием на Украине, как вы думаете? Православие сохранится, но для того, чтобы сохранить православие, нужно идти на жертвы в этих условиях. И это не добровольное жертвоприношение, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит. Либо сохранить веру, либо от нее отказаться. И все те, кто будет сохранять веру, благочестие, верность канонической церкви, они, конечно, встают на путь исповедничества, они уже встали на этот путь. Потому что действительно развязано в центре Европы, развязано такое гадкое гонение на церковь под лозунгами демократии, свободы и так далее. Я очень верю в силу духа православного украинского народа. Люди очень крепки в своей вере, мужественные, очень эмоциональные. Вот дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический кризис, но это духовный кризис. И вот эти все призывы, значит, демократизировать, вестернизировать страну, они, конечно, кружат голову тем, кто все эти призывы связывает с улучшением жизни людей материальной. Вот живут на Западе богато и хорошо. Вот если мы по этому пути пойдем, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, и стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое-многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества. Поэтому не берусь судить о том, насколько это с политической точки зрения правильно или неправильно, это не мой вопрос. Я сужу обо всем этом исключительно с точки зрения пасторской. Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира. Если они согласны принять это, все, они теряют свою идентичность, подлинность свою, перестают быть святой землей. А что же тогда подвиг святых угодников? Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, вся эта монашеская традиция. На самом деле речь идет, конечно, несомненно, о борьбе с церковью, с православной церковью, которая являлась, и дай Бог, чтобы в будущем являлась, великой нравственной и духовной силой украинского народа. Наша русская церковь много помогала людям во время пандемии, накопила огромный опыт. И вот как только начались военные действия, церковь сразу же стала помогать людям, жертвам войны, беженцам. Я вижу, как очень много людей там, прям как мы говорим, за ленточкой, развозят посылки солдатам, помогают тем, кто пострадал, кто ранен. Как вы думаете, вот это такое искреннее небезразличие к людям и внутри церкви, и в нашем светском пространстве может приблизить мир?
С точки зрения приближения политического мира трудно сказать. А вот с точки зрения оздоровления, внутреннего оздоровления жизни нашего общества, несомненно, это очень важные импульсы, которые оказывают влияние на общественное сознание, которые оказывают влияние на сознание молодежи. И то, что сейчас происходит, конечно, не может не трогать и не вызывать чувство благодарности. Я знаю очень многих из этих молодых людей, добровольцев, которые едут туда, в опасные места, и вот осуществляют так очень жертвенно свое служение. И люди растут и под тяжестью внешних обстоятельств, если они не ломаются под влиянием этих обстоятельств. Поэтому думаю, что все, что сейчас происходит, в том числе и вот если говорить о вовлечении нашей молодежи в дела благотворительности, в оказание помощи там, в этих очень сложных условиях на Донбассе, вот я думаю, что все это будет содействовать действительно такому положительному изменению в мировоззрении молодых людей, в их восприятии жизни, и в конечном итоге отразиться благоприятно на их личной жизни, а значит и должно отразиться благоприятно и на жизни нашего общества. Русские украинцы – один народ, по-вашему? Несомненно, это один народ, вышедший из Киевской купели крещения, но уж очень большой народ, от Белого до Черного моря. И вот эта огромность, она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих. И поэтому с стародавних времен эти внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить. А в лучшем случае еще и столкнуть одну часть с другой. Добить. И если посмотреть на историю, так все оно и происходило. Но православная церковь является силой, скрепляющей этот народ. Вот почему и были предприняты в свое время очень радикальные шаги, чтобы ослабить влияние церкви. И в первую очередь это создание унии. Уния очень разделила народ Западной и Южной Руси. Действительно. Но кроме того, мало того, что разделила, привела к кровавым столкновениям. А там, где кровь, там надолго. Вот мы сейчас действительно оказались по разные стороны этого такого большого противостояния. Прям явно растет ожесточение, а с той стороны вообще культивируется ненависть, причем сразу ко всему русскому. А ведь этот год это год общей нашей истории. Как вы сказали, мы один народ, и у нас одна дата, 1035 лет крещения Руси мы будем отмечать в этом году. Вот как вы думаете, можем ли мы, хотя бы с опорой на эту дату, рассчитывать на то, что у нас есть какие-то пути преодоления раскола между русскими и украинцами? Раскол политически существует. То, что Украина заявила о том, что она радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития, и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России. Вот в чем дело. Здесь пытаются создать некую цивилизационную предпосылку для разделения людей. А вот насколько удастся все это действительно довести это разделение до самых глубин народной жизни, это вопрос сложный. Хотя сегодня предпринимается все на Украине для того, чтобы действительно в глазах украинцев Россия стала врагом, и в глазах украинцев, чтобы русский народ, россияне стали другим народом. От того, насколько будет успешна вся эта такая деятельность, направленная на создание каких-то пропастей между двумя частями одного народа, вот от этого будет зависеть и будущее, конечно. Но церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами. Слава Богу, у нас же нет такого культивирования ненависти к украинцам. Мы к ним как относились, так и относились. Никакого культивирования. Мы особо относимся к их руководству. Понятно? Да, к руководству мы критикуем, но тоже ведь в политических категориях. Мы не спускаемся ни до каких оскорблений. Мы не согласны с политической позицией руководства. Но речи не идет ни о каком культивировании недоброжелательного отношения к Украине и к украинцам.
И я, как патриарх всея Руси, особенно внимательно к этому отношусь. Для меня это единый народ, единая церковь. И поэтому, конечно, и удары наносятся и по патриарху, и по Русской Православной Церкви, потому что фактор единения, причем не политического единения, а духовного. Точно так, как мы едины с православными людьми, принадлежащими нашей церкви в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, в Западной Европе, где угодно. Мы одна церковь, один народ, одна молящаяся община. Но даже этого духовного единства для тех, кто хочет вырыть пропасть между Россией и Украиной, является слишком много. Поэтому церковь и подвергается нападкам. Но вот те, кто роют пропасть между Украиной и Россией, они, наверное, не смогут никогда сделать одно. Они не смогут отменить юлианский календарь. А этот календарь русских и украинцев остается. В общем, слава Богу. И очень скоро мы будем праздновать светлый праздник Рождества Христова вместе, в одно и то же время. Вот каким должен быть этот праздник? Вот есть ли в этом празднике место для радости во время скорби? Но если мы говорим праздник, мы уже подразумеваем радость. Потому что всякий праздник и становится праздником тогда, когда люди празднуют. А праздновать со скорбью невозможно. Празднование – это светлая эмоция, светлые чувства. И церковные праздники особенным образом влияют на душу человека, даже на сознание человека, вот создавая это особое состояние переживания праздника в радости, в тихой радости, в молитвенной радости, но в радости. Вот эта же радость будет и для всех одна, и для наших братьев и сестер на Украине, и для всех тех наших братьев и сестер, которые живут в России, для всей нашей церкви. Ваше Святейшество, мы поздравляем вас, все журналисты телеканалов России, Россия-24, Россия Культура, ВГТРК, мы поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова. Благодарю вас сердечно и желаю помощи Божией всем, кто трудится на этих каналах, которые имеют очень большое значение вообще в нашем информационном пространстве, и у которых есть возможность оказывать положительное влияние и эмоциональное, и мировоззренческое на всех тех, кто смотрит и слушает ваши каналы. Мы стараемся. Спасибо. Всего доброго. Поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым.